С начала августа капитализация рынка альтов потеряла около 200 миллиардов долларов, при этом на дне 5 августа потери доходили аж до 30%. С коррекцией столкнулись почти все альты, начиная от самого большого эфира, заканчивая монетами, которые находятся ниже 100 в общем рейтинге, ведь все они упали от 10 до 50%. Конечно, падение это самое последнее, что желает видеть каждый криптоинвестор, но как показывает практика, именно коррекция является самым лучшим временем для того, чтобы покупать перспективные монеты прямо на дне. И конкретно сегодня в ролике я вам расскажу, какие криптовалюты должны быть в вашем портфеле в ближайшие 3 месяца. В сегодняшнем топе я для вас подготовил не только надежные фундаментальные монеты, которые уже долгие годы имеют поддержку от больших инвесторов, но также мы разберем более рискованные альты с небольшой капитализацией, которые способны зафиксировать высокие проценты роста. За счет этого вы узнаете, какие две монеты прямо сейчас тайно скупает фонд Grayscale, а эти ребята точно знают, что покупать, ведь еще в 2017 году они начали инвестировать в эфир, когда он стоил $20. Также вы узнаете, какая монета начинает занимать лидирующие позиции среди всех L2 проектов на базе эфира. Дополнительно мы поговорим об альткоине из экосистемы Solana, который занимается улучшением передачи данных и ускорением беспроводного интернета, что является самым высоковостребованным направлением в последние годы. И чтобы в целом понимать настроение на рынке альтов, я проведу для вас общий анализ, чтобы на основе фундаментальных и технических данных заранее знать, какие криптовалюты будут на слуху в ближайшее время. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, ведь каждая монета однозначно заслуживает вашего внимания. Но если вы желаете, чтобы мы выпустили топ с более рискованными монетами с низкой капитализацией, поставьте минимум 2500 лайков, поскольку создание таких роликов занимает много времени из-за поиска самих монет, полного их изучения и, конечно же, анализа. Но как всегда, только ваша поддержка влияет на скорость выхода таких интересных видео. Поэтому заранее спасибо за лайки. Всем приятного просмотра. С вами Влад. Вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, несмотря на то, что альткоины это один большой рынок, который объединяет в себе огромное количество монет, они все делятся на отдельные секторы, как, например, проекты L1, L2, DeFi, мемкоины, токены управления различными платформами для стейкинга и так далее. Так вот, а вы знали, что самым менее прибыльным и неперспективным сектором с начала этого года стали гейминг-токены, такие как Sandbox, Axie, Gala и другие, потому что хайп вокруг игр Play to Earn остался в далеком 2022 году. Ну а вот какой сектор крипторынка наоборот лидирует среди других, уже знают подписчики нашего телеграм-канала, потому что сегодня мы выложили пост на эту тему с дополнительными примерами популярных монет, которые сейчас активно растут. И кстати, в нашем телеграм ежедневно публикуется очень полезная информация, и только наши подписчики первыми получают самые важные новости, абсолютно бесплатно. Также у нас в телеграм вы можете найти краткий обзор интересных моментов вчерашнего интервью Трампа Илону Маску. Ссылка на телеграм есть в описании, поэтому обязательно подписывайтесь. А мы сразу приступаем к разбору первой монеты, которая является эфириум. Да, друзья, когда речь идет об альтах, я никогда не могу пройти мимо эфира, ведь это как собирать портфель акций и не добавить в него Apple. Эфир это базовая, фундаментальная монета, которая сейчас имеет чуть ли не самый большой потенциал на рост во второй половине этого года, особенно после запуска ETF. Кстати, об ETF. По итогам прошлой недели чистый приток средств в ETF на базе эфириум составил $104 миллиона, что стало первой положительной неделей после начала торгов 23 июля. Согласен, сумма относительно небольшая, ведь Grayscale портит картину своими оттоками. Но как я вам говорил в наших последних роликах, приток капитала в ETF это прямой сигнал в интересе со стороны крупных инвесторов, таких как BlackRock. А знаете, почему большие инвесторы демонстрируют такой интерес? Да потому что эфириум это не просто монета, это огромная экосистема, на базе которой построены десятки самых крупных проектов на крипторынке. Такие проекты называются L2, имеется в виду второго уровня. Так вот, если мы посмотрим, что происходит с L2 на эфире, то мы увидим общее восстановление всей экосистемы. И что самое главное, активность всех L2 эфириум достигла исторического максимума на прошлой неделе, даже несмотря на коррекцию рынка. При этом мы видим, что с 5 числа TVL эфира начал восстанавливаться. Именно поэтому в прошлом ролике я вам сказал взять эфир на карандаш и обратить внимание на ключевые уровни покупки, ведь эти уровни остаются актуальными и сейчас, за счет чего вы можете их использовать для накопления. С поддержкой от фондов эфиру еще есть куда расти в ближайшие 3 месяца и даже до начала 2025 года. Тем более
более давайте не забывать про активность L2. И кстати, следующей монетой как раз таки является представитель второго уровня на базе эфира, который в последнее время набирает большие обороты и вполне готов занять лидирующие позиции среди всех L2. И это монета по тикерам AVI. AVI это не кастодиальный, полностью децентрализованный, управляемый сообществом протокол, который позволяет людям получать проценты, занимать активы и создавать приложения в рамках своей экосистемы. Эта платформа известна как крупнейший в мире поставщик одноранговых кредитований. Протокол AVI реализует одноранговое кредитование. Это означает, что он позволяет пользователям получать вознаграждение, внося средства в протокол или занимая активы, вложенные другим пользователем. По сути, он делает это без доверия, устраняя необходимость в посредниках, таких как банки. AVI работает на Ethereum, Polygon, Arbitrum и других масштабируемых блокчейнах на Ethereum. Пользователи могут занимать и давать взаймы стейблкоины, альткоины и другие доступные криптоактивы. В январе 2020 года протокол AVI полностью был запущен на сети Ethereum и получил вот такую специальную лицензию для работы. На данный момент AVI входит в число популярных основателей протоколов DeFi, а если проанализировать актуальную метрику, мы сразу можем заметить сигналы, которые указывают на формирование восходящего тренда. Во-первых, AVI фиксирует значительное накопление по сравнению с тем же биткоином и формирует более высокие максимумы. Оба этих сигнала являются признаком растущего бычьего импульса. Цена AVI находится в горизонтальной консолидации, без сильных падений, что также считается бычьим сигналом. Дополнительно блокчейн AVI может похвастаться своим TVL в размере 11,5 миллиардов долларов, а также капитализацией, которая составляет 1,5 миллиарда. Также AVI DAO недавно запустил первый доходный кредит на 100 миллионов долларов вместе со своими партнерами. И все эти катализаторы отражаются на его цене, которая консолидируется вот здесь. Исходя из этого мы сразу можем видеть вот эти области для покупки, где происходило активное накопление со стороны покупателей в конце 2023 года. А после закрепления цены выше 100 долларов мы можем ожидать, что бычий импульс приведет к пробою вот этого сопротивления, около 120 долларов. Конечно, для понимания локального движения в рамках нескольких недель или месяца необходимо проводить технический анализ, который поможет более точно определить ключевые уровни накопления, а также диапазоны продажи, за счет чего можно будет заработать не только на росте, но и на падении, как это в начале недели сделали участники нашей подписки Coin22 Pro на шорт-сделке по монете Uniswap. Ведь наши аналитики заранее предоставили точку входа в шорт на первом сопротивлении, а когда цена дошла до тейк-профита, мы заработали от 75% прибыли. Точно так же, только уже на росте, мы заработали от 70% на сделке по UP и на многих других позициях. Подписка Pro позволяет вам получать уже готовые торговые идеи с четкими точками входа, за счет чего такой формат идеально подходит для новичков. Тем более на старте мы предоставляем пошаговое обучение с полноценной практикой. С первых дней вы будете торговать своими руками под руководством опытных специалистов, а в случае вопросов на любом этапе работы с вами будет поддержка 24/7. Кроме ежедневной торговли, мы индивидуально для вас подберем прибыльный криптопортфель и сбалансируем тот, который вы уже имеете. Подписка Pro успешно работает на рынке уже более 2 лет, и мы продолжаем улучшать наш сервис, чтобы каждый из вас мог освоить новое направление и научиться зарабатывать на крипторынке. Поэтому, если вы давно хотели начать работать с профессионалами, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Далее давайте разберем еще одну базовую монету, которая, несмотря на свою большую капитализацию, демонстрирует хорошие результаты и продолжает торговаться в долгосрочном восходящем тренде. И это, конечно же, Solana. Поскольку Solana довольно часто попадает в наши видео, а также топы, смысла разбирать, как она работает, я не вижу. А вот обсудить последние новости и проанализировать ее метрику, которая поможет определить будущее движение, нам, конечно же, стоит. Кто не знает, на прошлой неделе SEC одобрила первый ETF на Solana. Да, новость, конечно же, отличная. Вот только это не та SEC, у которой скоро будет новый председатель, ведь Генслера хотят уволить. ETF на Solana одобрила комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии. Тем не менее, это не помешало Solana вырасти и пробить уровень 160 долларов. При этом Solana выросла на 60% с начала года, за счет чего она превзошла эфир и многие другие топовые токены первого уровня. Конечно, в этом году главным козырем Solana были мемкоины, которые поднимали активность в сети, но, к сожалению, сейчас активность мемкоинов упала до 40-дневного минимума. Тем не менее, если взять общий показатель числа транзакций в сети на прошлой неделе, то он наоборот был положительным, ведь ежедневные транзакции в блокчейне выросли с 9 до 18 тысяч, а чем больше транзакций проводится в сети, тем больше необходимо купить монет Solana для оплаты комиссий, что, собственно говоря, и повышает спрос. Также отчет CoinShares о притоках цифровых активов показал растущий интерес инвесторов к Solana, которая получила 4,5 миллионов долларов притока. Этот рост показывает, что инвесторы воспользовались нисходящим трендом в начале прошлой недели
себе и увеличили свои активы, что в принципе вы можете сделать и сейчас. Помните, вот в этом ролике я вам показывал 3 лучшие диапазона для накопления. Так вот сейчас Solana торгуется возле самого первого, за счет чего те, кто не успел купить около $110, может присмотреться вот к этим уровням. Именно в этих диапазонах происходит активное накопление со стороны инвесторов. Но Solana это также большая экосистема, которая по сути занимает второе место после эфира. И на ее сети есть огромное количество перспективных L2 проектов. И про один из них я вам сейчас расскажу. Называется он Geli. Geli это блокчейн, который соединяет интернет-вещи или так называемые IoT. Проект предлагает более дешевую и стабильную альтернативу традиционным беспроводным сетям, спутниковому оборудованию. При этом Geli делает упор на децентрализацию и конфиденциальность, чего не могут предложить такие большие корпорации, как Google или Amazon. Это одна из крупнейших сетей с более чем 1 миллион точек доступа, которые действуют как узлы сети по всему миру. Говоря простым языком, Geli предоставляет качественную сеть для интернет-вещей, которыми выступают любые устройства, способные подключаться к интернету. На данный момент количество таких устройств достигает 60 миллиардов единиц. Wi-Fi уже поддерживает устройства IoT, однако поддержка как можно большего количества различных устройств вызывает проблемы с конфиденциальностью. Geli решает эту проблему с помощью децентрализованной архитектуры и механизма консенсуса, что обеспечивает сети в 200 раз больше покрытия по сравнению с подключением к Wi-Fi. Ежемесячно сеть прибавляет примерно 60 тысяч новых точек, а наилучшее покрытие Geli имеет в США, а также в странах Европы и на востоке Китая. В сети Geli не хватает пропускной способности для просмотра видео или игр, однако она предоставляет надежный интернет-канал для устройств, которые регулярно передают пакет данных малого размера. Клиентами Geli являются более 60 компаний, которые разрабатывают или активно используют устройства, подключенные к интернету. А в наше время, когда даже стиральные машины можно подключать к интернету для выбора режимов, это очень востребовано. На днях разработчики объявили, что 2 крупных оператора США начали тесты своего трафика на Geli. Проект был создан еще в 2013 году, а монету запустили в 2020. И за это время было много интеграций, включая с теми компаниями, которые сейчас находятся у вас на экране. Изначально сеть работала как L1, но в прошлом году было принято решение перенести Geli на Solana для лучшей масштабируемости. С начала июля цена Geli находится в хорошем локальном восходящем тренде, за счет чего цена выросла на 100% и вернулась к диапазонам, которые были в начале года. Учитывая вот такое волновое движение цены, Geli может просесть до ключевой поддержки на уровне $5, который был максимальным уровнем прошлого цикла. И после накопления ликвидности цена имеет потенциал на продолжение восходящего движения. Следовательно, вот эти 3 диапазона можно использовать для покупки, ведь восходящий тренд достаточно сильный, за счет чего Geli остается лидером роста среди всех L2 на Solana. Так что изучайте эту монету, а мы идем дальше. А следующая на очереди у нас будет не одна, а сразу 2 криптовалюты, которые привлекли внимание одного крупного фонда под названием Grayscale. Да, вы все прекрасно знаете данную компанию, поскольку она имеет ETF на биткоин и эфириум. Ну а монеты, которые недавно начала скупать Grayscale, являются SUI, а также BitTensor под тикером TAO. На прошлой неделе финансовый гигант Grayscale объявил о запуске 2 криптотрастов. В пресс-релизе компании сказано, что новые продукты открыты для ежедневной подписки как со стороны индивидуальных инвесторов, так и институциональных. Для общего понимания давайте объясню, что такое траст и кто же такой Grayscale. Говоря простым языком, на примере крипты, траст это один большой портфель, который состоит, например, из монеты SUI, и любой инвестор может купить долю в этом фонде, инвестируя свои деньги в Grayscale. Принцип немного похож на ETF, но в данном случае у траста нет акций, и они не торгуются на биржах. Зачем же нужен такой траст-фонд? Главная задача такого фонда – предоставить инвесторам возможность инвестировать, не покупая монеты напрямую. То есть все, что касается покупки монет, их продажи и хранения, Grayscale берет на себя, за счет чего взимает с инвесторов небольшую комиссию. Именно по такому принципу работал их траст-фонд на биткоин и эфир, который в этом году конвертировали в ETF. А вот сама компания Grayscale – это один из крупнейших холдеров биткоина на сумму около 14 миллиардов долларов. И в целом активы этого фонда превышают 20 миллиардов долларов, потому что их криптопортфель насчитывает около 20 монет. Что касается запуска новых трастов, то руководитель отдела исследований Grayscale сказал, что мы рады добавить BitTensor и SUI в наш выбор продуктов и считаем, что BitTensor находится в центре роста децентрализованного ИИ, в то время как SUI переопределяет смарт-контракты блокчейна. Создание траст-фондов на SUI и TAO прямо нам говорит о том, что фонд заинтересован в этих монетах, и его клиенты видят дальнейшие перспективы развития, а также потенциал роста этих монет. Ведь сами понимаете, запускать фонд на никому не нужные альты, чтобы тратить деньги на его содержание,
никто не будет. Про монету Sui я вам рассказывал еще в начале года. И если кратко, то это блокчейн первого уровня, который предлагает быстрые транзакции от 125 тысяч транзакций в секунду, а также минимальной комиссии. В феврале этого года я рекомендовал вам покупать Sui около $1, перед тем как он вырос на 80%. И после вот этой коррекции, которая началась в марте, Sui может повторить цикл роста до уровня $1,5. В последние дни торговая активность по монете Sui показала настоящий взлет. Только за последние 48 часов объем торгов достиг $376 миллионов, подскочив на 78%. А по данным Sentiment, это максимальный уровень, который наблюдался 7 июня. Но мы уже не первый год на рынке и понимаем, что покупать сейчас на пике не самый лучший вариант. А вот дождаться отката вот к этим диапазонам — это совсем другое дело. Ведь новый траст-фонд может стимулировать рост цены Sui в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также это касается и монеты Tao. BitTensor — это децентрализованная сеть, которая интегрирует блокчейн с искусственным интеллектом, а также она выступает протоколом для обучения разных машин на базе ИИ. Видимо, именно это и заинтересовало Grayscale инвестировать в данный проект. Цена Tao также стала одним из лидеров роста за последнее время, но поскольку сейчас цена фиксирует локальный откат после активного роста на 100%, то здесь также поможет стратегия постепенного накопления на разных уровнях. В данном случае эти уровни находятся вот здесь. Ранее именно на этих уровнях наблюдалась повышенная активность покупателей, поэтому если вы будете покупать, обратите на них особое внимание. Но если подытожить сегодняшний топ анализом рынка альтов, то мы наглядно видим формирование консолидации в последние дни, которое может сигнализировать о локальном дне, за счет чего рынок больше не будет падать. И это хороший знак для всех монет. И что самое главное, это подходящее время для их покупки, особенно тех криптовалют, которые мы сегодня разобрали. По поводу всеми ожидаемого альт-сезона, то нам придется еще повременить, ведь доминирование биткоина растет и доходит до максимальных уровней. Но что касается покупки всех сегодняшних монет, то повторюсь, обязательно накапливайте на разных уровнях и покупайте постепенно. А также всегда держите в голове, что альты более рискованные, чем тот же биткоин, поэтому инвестируйте в них не более 10-15% от вашего портфеля. Но конечно же в эфир можно выделить около 20% и даже больше. Но чтобы как можно быстрее мы выпустили вторую часть, в которой мы соберем более рискованные альты с небольшой капитализацией, набираем 2500 лайков. Также не забывайте подписываться на Telegram, жать на колокольчик и увидимся с вами уже в следующем видео. Поэтому всем желаю удачи, до скорых встреч!